Школьный спортзал гудел так, словно весь город собрался на выпускной. Музыка, смех, блеск гирлянд — все радовались последней ночи детства. Только Майя Орлова стояла в стороне у стола с напитками. Тихая, незаметная, в простом голубом платье, которое для нее шила мама. Одноклассники почти никогда не замечали ее существования. Громкий голос вырвал ее из мыслей. «Эй, Орлова, что такая скучная?» Перед ней стояли трое. Кирилл, уверенный сын местного бизнесмена, Лев, высокий насмешник, и Гера, спортсмен, любимец учителей. Их в школе называли тройкой, и они привыкли, что им все можно. Майя попыталась уйти, но они не отставали. Только Гера сказал безразлично: «Оставьте, ей неинтересно». Но от их взглядов ей стало еще тревожнее. Когда праздник закончился и рассвело, Майя пошла домой пешком. Однако возле школы остановилась машина. За рулем был Гера, на заднем сиденье — Кирилл и Лев. «Подвезем», — предложили они. Ночь была пустынной, и Майя не хотела казаться грубой. Она села, но машина поехала в другую сторону, к заброшенным складам. Там все пошло так, как она больше всего боялась. Она просила остановиться, но ее не слушали. Майя вернулась домой на рассвете, не находя слов, чтобы объяснить случившееся. Через несколько дней ее семья уехала в другой город. Прошли годы. У троицы все было благополучно. Кирилл открыл автосалон, Лев стал адвокатом, а Гера — владельцем спортивного клуба. Они не вспоминали ту ночь, хотя тень прошлого иногда возвращалась в самых тихих снах. Спустя 10 лет школа организовала встречу выпускников. Все трое решили прийти, уверенные, успешные, довольные жизнью. В ресторане «Атриум» царила атмосфера праздника. Пока мужчины рассказывали о своих достижениях, к ним подошел официант. «Вас спрашивает дама, которая училась с вами». Они насторожились, не понимая, кто это. Дверь открылась, и вошла она. В черном платье, уверенная, спокойная. Теперь ее звали Елена Савицкая. Она стала адвокатом. «Привет», — сказала она тихо. «Не ожидали?» Трое побледнели. Елена положила планшет на стол. На экране было старое видео, неподробное, но достаточное, чтобы все понять. Их голоса, их смех, их лица. Они сами когда-то случайно включили запись и забыли телефон, который позже оказался в архиве. Музыка в зале затихла, люди вокруг обернулись. «Сегодня утром», — сказала Елена, — «копии отправлены в прокуратуру, в СМИ и в ваши профессиональные организации». Кирилл попытался угрожать, Лев оправдываться, Гера просить прощения. Но она не дала им продолжать. «Вы забрали у меня не просто ночь. Вы разрушили годы моей жизни. Я больше не молчу». Она развернулась и ушла, оставив их среди десятков свидетелей. Через сутки новость разлетелась по стране. Трое мужчин обвиняются в преступлении десятилетней давности. Их дела расследовали стремительно. Один попытался скрыться, другой нанимал адвокатов, третий сам пришел с повинной. Через несколько недель состоялся суд. Елена присутствовала, слушая приговоры спокойно, без злобы, но с достоинством.